Всем привет, меня зовут Никита Шароухов. Мы находимся в студии Высота Тату, и сегодня мы будем говорить про новую машинку от Влада Блада, которая называется Ультрон. Это слайдер-поворотник. Наверное, мы в процессе сейчас решим, что же это все-таки такое. Машинка очень маленькая, очень легкая, что непосредственно влияет на работу самым лучшим образом. В руках ощущается буквально как карандашик, ничего не мешает. Липкорд крепится сверху, что дополнительное удобство. Весит всего 56 грамм, что вообще очень великолепно. Система здесь интересная. Машинка рассчитана на картриджи исключительно. И в комплекте идет два бара, которые отличаются длиной, что хорошо, если вы работаете там на разных вылетах для вашего удобства. Бары крепятся непосредственно к эксцентрику мотора магнитиком, что, в общем-то, напоминает поворотник, но тут есть фишечка. Бар входит в специальный канал и вообще никуда не девается, что превращает, собственно, сам этот бар в слайдер. И вот это очень такая хитрая система получается, которую, я так понимаю, Влад Блад запатентовал, назвал ее MagStab или MagStab. Вот, и, на мой взгляд, это такая выигрышная штука. Картриджи, естественно, толкает любые. По поводу держателей. Все картриджи разные, у всех картриджей разный вылет. Идеально не подгонишь в процессе, когда картриджи меняешь. Сложно будет отрегулировать, чтобы вот прям вот ты вынул, вставил картридж, и он прям вот идеально у тебя с тем же вылетом работает. Соответственно, в идеале покупать держаки с регулировкой вылета. Я же использую без регулировки вылета, и, в общем-то, меня не обламывает подтянуть держак в процессе работы, тем более здесь цанговый зажим, что достаточно легко, можно даже не раскручивать, в нем покрутил, и он очень плотно зажимает пластиковые трубки держаков. Еще на этой машинке есть светящееся лого, которое я заметил только, не знаю, недели через две после использования этой машинки, причем заметили мои клиенты, сказали: ого, у тебя там мигает логотипчик, а я такой: нифига себе, это действительно приятная штука. Вот. По поводу вольтажа. Вольтаж от 6 аж до 11 вольт. До 11, честно, я не разгонял, потому что я не знал, что он до 11, и побоялся. Контурил я аж на 7,5, и у меня сложилось мнение, что он может любую толкнуть иголку от 7 до 8 вольт. Там и 11 контур, и даже 14, а может быть и 18. 18 не пробовал. Соответственно, для чего и для кого эта машинка? А для всех. Так как я делаю орнаментал, про него я чуть попозже скажу. Начнем, наверное, с самого простого. Это реализм в путь вообще. Для работ, которые вип-шейдинг, всякий нежный песочек, пиончики, милое дело. Контурит идеально, на мой взгляд, но надо быть мужиком, чтобы контурить. Она очень легкая, и все привыкли к тому, что взяли индукцию, допустим, тяжеленную, просто так на расслабленных пальчиках ее держим, она сама контурит. Нет, тут надо поднапрячься и растянуть кожу, чтобы она аж трещала. И тогда эта машинка будет делать такие ровные полоски, что никакая больше так не будет делать. Маленькие иголочки толкает идеально. Минимальная вообще травматичность. За один проход делает тонюсенькие полосочки какой-нибудь пятерочкой стянутой. По поводу толстых иголок натягиваем очень серьезно кожу. Соответственно, также в один проход вполне фигачит. У меня жалоб нет. Я наращиваю контура достаточно частенько, так как я там такие делаю, которые не... таких иголок просто нету. С этим тоже абсолютно никаких проблем не возникает. Отлично смогут работать так, как и миниатюрные девочки, которые делают всякие миниатюрные татуировочки. Также и всякие брутальные злостные мужики, в руках которых эта машинка будет казаться как перышко. Я эту машинку называю веган на максималках, потому что, какой-нибудь Сивульф возьмешь, это здоровая такая дура, которая, по ней видно, что она ест много мяса, белка и
делает очень неплохие мощные закрасы и полоски. А это по ней так сразу и не скажешь, что это такая фитюлька может делать какие-нибудь жирнющие контура под какой-нибудь жесткий трат там километровый, либо там вкрашивать блэкворк на пол руки там за несколько часов. Но маленькая да удаленькая. Так, ну давайте теперь ее соберем. Тут все ничего нового, за исключением того, что магнитные бары. Возьмем вот этот. И все, он просто вставляется сюда и фиксируется достаточно надежно. Далее берем держачок. Держак у меня одноразовый, который не регулируется, что, в общем-то, меня не обламывает. Так, этот нам уже штатный не нужен. Держачок вставляем, сейчас зажмем слегка, потом отрегулируем. Берем картридж, в данном случае контурный, потому что я работаю в основном контурными иголками. Так, тут у нас вот, и сейчас отрегулируем вылет. Кто-то любит мега вылеты, я работаю, наверное, все-таки, чтобы носик, ну, иголка под носик прям была. Берем клипкорд. Все очень эргономично, что не может не радовать. Даже с какими-то очень легкими маленькими держаками развесовка идеальная. Ну и, собственно, в работе шебуршит, так шелестит, как осенние листочки в лесу. Ничего не отвлекает, можно музло врубать. Все слышно. Соответственно, я думаю, смазывать там ничего не нужно. Вибрация практически отсутствует. Точнее, ее на самом деле вообще нету. Что очень хорошо для работы тоненькими контурными иголочками. Когда нужны какие-то супер тоненькие контурочки, это очень будет на руку мастеру. Вот. Так же, как и точки тыкать удобно. Наверное, кстати, я не замечал, что у него лого горит. Потому что я вот так в основном тыкаю. А теперь давайте посмотрим, как она себя ведет непосредственно в работе. Так, ну вот сейчас у нас идут контурочки. Контурю я картриджем 11 HL. Контура у меня специфические. Я прохожусь сначала в один проход с двух сторон, потом заполняю серединку между контурами. Полоски, даже 11 иголка, делаются в один проход очень легко. Соответственно, вот это потом наращивание контуров дается тоже колоссально быстро как-то. Аж неловко. Машинка в руке лежит, да я ее вообще не чувствую, я как будто двумя пальцами тут ковыряюсь. Очень легкая. И самый огромнейший плюс это то, что нету, этой долбанной вибрации. То, что действительно можно очень тонкими иголочками фигануть очень ровные полосочки. Вот, контурю я на вольтаже 7,5, что вполне оказалось достаточно даже для 11 контура картриджа. По скорости машинка выдает очень серьезный результат. С индукцией контур сравнивать я, конечно, не очень хочу, но скорость ни разу не упала по сравнению с индукцией. Опять же, как я говорил, главное, по-мужицки натянули кожу. Ну, в данном случае тут это не особо нужно, тут и так все хорошо натянуто. Натянули кожу и только в путь. Один проход, достаточно шустро, ничего не напрягает. Если сравнивать с другими роторами, по скорости данная машинка входит в топ-3 моего скоростного машинкомометра. Так, что касается эргономики еще машинки вот этой, за счет ее легкости и такой кайфовой развесовки, ее можно вертеть просто как угодно вообще. Она как карандашик, можно вот так, можно
Ну, лишь бы клипкорд не мешал. Точнее, РЦА. Вот, в остальном все отлично. По поводу держаков. В данном случае у меня заряжен обычный одноразовый, и он достаточно легкий. Соответственно, ну, это вносит коррективы в работу, то есть надо прям чувствовать даже вот этой рукой, как ты вколачиваешь краску, чтобы вибрация шла. Я считаю, что если зарядить сюда нормальный стальной держачок, то намного проще будут и контурочки ложиться под весом держака, ну и вообще будет проще работать, но даже с одноразовым легким держаком все работает отлично. В общем, машинка, так же как и картриджи, заебись. Настоятельно всем рекомендую, мне зашла и вам зайдет обязательно. Подходит абсолютно для любой работы. Покупайте. Аминь.